В душе Кирилла постоянно тлела зависть к Денису. Дело было не в том, что Денис превосходил его талантами или успехами. Просто в жизни Дениса недоставало чего-то, казалось бы, обыденного и достижимого, но именно этого ему желалось сильнее всего. А потом появился тот самый кот, породистый, с царственной осанкой, словно наследник древнего рода. Дмитрий не упускал случая похвастаться им, подробно описывая родословную и особенности ухода. Для Кирилла эти рассказы были как соль на рану. Однажды, дождавшись отъезда Дмитрия, Кирилл решился. Подкравшись к его квартире, он вскрыл дверь. Внутри, на диване, спал кот, его шерсть отливала в свете лампы. Кирилл осторожно взял его, спрятал в принесенную клетку и унес к себе. Дни шли. Кот сидел в клетке в темном углу, а Кирилл лгал друзьям о его исчезновении, даже притворно помогал Дмитрию в поисках. Но по ночам его мучили вина и страх, смешанные с болезненным ощущением власти. Он подолгу наблюдал, как принесенные с улицы собаки бегают вокруг клетки, не решаясь тронуть пленника. Ему казалось, что он управляет этим маленьким миром, однако кот оказался не просто жертвой. В его взгляде таилась тихая, несломленная сила. По ночам Кириллу стали сниться кошмары, где кот вырастал в огромного темного стража, преследующего его по бесконечным коридорам. Реальность начала рушиться, на работе пошли провалы, появились бессонница и раздражительность. Однажды ночью Кирилл проснулся от страшного сна. Клетка была пуста. На полу лежала записка: «Свобода не в клетке, а в душе». В этот момент он осознал, что потерял не только кота, но и контроль над собственной жизнью. Зависть и жажда обладания сменились опустошением и отчаянием. Квартира стала казаться ему чужой и холодной. Он пытался искать кота, но эти поиски превратились в мучительное странствие по закоулкам собственной души. Кошмары продолжались. Призрачный кот ходил по комнатам, разрушая все вокруг. А однажды на полу появилась царапина послания: «Ты не свободен. Пока в тебе живут страх и зависть, ты в клетке хуже моей». Эти слова стали переломным моментом. Кирилл понял, что истинная свобода в способности отпустить не только украденное, но и свои темные чувства. Он начал долгий путь к исправлению, обратился к психологу, стал читать книги о самопознании, искал пути примирения с собой и другими. Дмитрий, чувствуя перемены в друге, старался поддерживать его. Прошли месяцы. Кошмары отступили, в душе появилась непривычная легкость. И вот Дмитрий сообщил, что кот неожиданно вернулся домой. Кирилл испытал глубокое облегчение, будто его пленник стал безмольным учителем, показавшим, что достоинство рождается не из обладания, а из внутренней свободы. Отношения с Дмитрием начали медленно восстанавливаться, но Кирилл уже был другим человеком. Старая ноша спала с плеч, но ее место заняла тревожная ясность, осознание того, какие темные бездны могут таиться внутри. Как-то вечером Кирилл пришел к Дмитрию без приглашения. В его руках была старая клетка, та самая, в которой он держал кота. Он поставил ее на пол и с тяжелым вздохом произнес: «Возьми ее. Пусть будет напоминанием мне о том, кем я был, о тебе, о том, что даже самые близкие люди могут ошибаться». Дмитрий молча кивнул, и между ними возникло безмолвное понимание. Кирилл начал заниматься волонтерством в приюте для животных, возможно, пытаясь таким образом загладить свою вину. Каждое прикосновение к шерсти, каждое мурлыканье дарили ему ощущение исцеления. В то же время он продолжал бороться с внутренними демонами,
Порой, в мгновение слабости, ему мнилось, будто кот снова где-то рядом, наблюдает, оценивает. Но теперь эти мысли не ввергали его в безумие, скорее, они были напоминанием, что свобода и ответственность неразделимы. Кирилл осознал, что главная битва происходит не с внешним миром, а внутри него самого. И только победив собственных демонов, страх, зависть, жажду контроля, можно стать тем, кого будешь уважать не только ты, но и окружающие. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!